Всем привет, друзья! Вы на канале Save a World. Сегодня я для вас расскажу свою авторскую историю-байку. Приятного просмотра. В ясное утро, когда солнечные лучи только начинали пробиваться сквозь густую листву горных лесов, профессиональный велосипедист Майкл отправился на тренировку. Его маршрут пролегал по извилистой трассе, окруженной величественными деревьями и обрывистыми склонами. Горная местность всегда притягивала его как магнит, она бросала вызов его выносливости и мастерству, заставляя каждый раз испытывать пределы своих возможностей. Майкл хорошо подготовился. Его велосипед был настроен идеально, а эмоциональное настроение подсказывало, что сегодняшний заезд будет особенным. Он наслаждался прохладным утренним воздухом, наполняя легкие свежестью, когда петлял по маршруту, и впереди маячила очередная крутая петля. На его пути внезапно появилась огромная тень, которой тут не должно было быть. Майкл резко затормозил и увидел, как перед ним на тропу вышел крупный медведь. Сердце ёкнуло от неожиданности и адреналина, но инстинкты тренировки подсказывали одно: ни в коем случае нельзя паниковать. Однако прежде чем Майкл успел принять решение, медведь заметил его и рывком двинулся в его сторону. Сцена, происходящая перед ним, казалась знакомой. Майкл инстинктивно почувствовал, что эта встреча не случайна. Он резко повернул руль и устремился обратно по трассе, ощущая, как сердце стучит в унисон с качением колес. Однако любопытство пересилило страх. Майкл вдруг вспомнил, что именно на этой трассе около 10 лет назад он встретил медвежонка, который нуждался в помощи. В то время, помимо своей карьеры велогонщика, он работал волонтером в организации по спасению диких животных. Среди многих животных, которых ему довелось спасать и выпускать обратно в дикую природу, был один особенно запоминающийся медвежонок. У него было белое пятнышко на груди в форме полулуния, такую отметину невозможно было забыть. Увидев, как именно этот медведь устремился за ним, Майкл вдруг вспомнил того испуганного медвежонка. Он сделал крутой разворот и остановился, стараясь сохранять спокойствие. Медведь быстро догнал его, замер в нескольких метрах и, казалось, тоже удивленно его разглядывал. Майкл медленно спустился с велосипеда и на всякий случай сделал несколько шагов в сторону, чтобы не вызывать агрессию. Сердце его бешено стучало, но внутренний голос успокаивал, наполняя разум воспоминаниями. Он начал тихо говорить, сохраняя спокойствие в голосе, хотя сам не был уверен, что медведь сможет понять его слова. Но, возможно, зверь узнал его запах или голос, Майкл не знал наверняка. Медведь поднялся на задние лапы и, по-видимому, потерял весь свой агрессивный настрой. В его глазах появилось что-то напоминающее узнавание, почти как будто он вспомнил. Майкл, видя это, почувствовал некоторое облегчение и осторожно протянул руку вперед. Он понимал, что медведи не домашние животные, но надеялся, что небольшая связь, установленная в прошлом, поможет избежать опасности. Медведь, теперь совсем изменив свое поведение, сделал несколько шагов назад, нюхнул воздух и, словно удовлетворенный встречей, медленно удалился в сторону леса. Остаток дня Майкл не мог прийти в себя от пережитого события. Он не раз думал, как дикая природа умеет удивлять, даря возможность увидеть плоды сделанных добрых дел. В этот день его тренировка оборвалась на неожиданной ноте, но он возвращался домой с чувством удовлетворения и благодарности. Ему довелось убедиться, что спасение жизни – великое дело, которое никогда не остается незамеченным. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.